Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, Таро прогноз. Судьбоносный ноябрь 2024. Возможно, все. И эту фразу я не просто так добавила. В ноябре даже, возможно, то, чего мы, вот кто смотрит видео в октябре, мы не предполагаем. И виной тому множество транзитов, большая ретроградность. Там как будто ретроградность это всегда как возвращаются нам какие-то вопросы, темы нашей жизни. Для того, чтобы мы определились с чем-то окончательно. И 15 ноября полнолуние в знаке зодиака Телец. И Телец, как и вы, принадлежит к знакам зодиака стихии Земли, и поэтому вы можете ощущать эту энергию достаточно активно. Но и я должна сказать, что Уран у нас находится тоже в знаке зодиака Телец. Это тоже ретро-движение в ноябре. Оно еще продлится до конца января. И где-то февраль-март, это теоретически, может быть, и встанут какие-то темы, которые нам еще предстоит, ну вот как осуществить последний аккорд или какие-то точки расставить. Нам могут быть еще какие-то нюансы к возвращению, именно уже с заходом на 2025 год, когда уже последний какой-то штрих или вы что-то, какую-либо тему отшлифуете. И это не есть просто дата, это именно еще и как вот эти энергии, если мы говорим про Уран и отчасти про Луну, поскольку полнолуние, мы сказали, 15 же и ноября будет соединение, сложное достаточно, Луны с Ураном, но, видимо, совершенно необходимым, как пришло время с чем-то проститься. Уран не забирает никогда то, что может быть продолжено. Но вот то, что не служит нашему прогрессу, он как раз как может и нивелировать некоторые вопросы по части отношений, заставить нас что-то пересмотреть. Но это все более добрых энергиях. Почему? Потому что еще один транзит, мои дорогие, это Плутон, который делает последний заход в знак зодиака Козерог. И буквально с первых чисел ноября окончательный переход будет с 19 по 20 ноября. Так вот, с первых чисел отсчитываются последние деньки нахождения Плутона в Козероге. Мы подводим итоги. Правда, тут двойная, тройная какая-то кульминация может быть. Или как какие-то важные выводы, которые вы будете делать. У нас есть еще, безусловно, и Марс, который будет во Льве. И это, ну, где-то вот эти такие достаточно сложные энергии будет разбавлять огненная энергия для нас, вселяя в нас, может быть, больше оптимизма, больше вдохновения, душевного подъема или буквально быть легким на подъем к некоторым вопросам нас заставят планеты. Но это все в конечном итоге для того, чтобы больше для себя обозначить приоритетов, то, что может быть продолжено. Давайте узнаем, что думают карты. У нас сегодня две колоды Таро, и обе прорисовал великолепный художник Чиро Маркетти. Первая это у нас золоченое Таро, вторая колода Таро снов. И первые три карты, которые мы с вами достанем, будут называться «События ближайшего будущего». Если мы условно поделим ноябрь, мы вот три карты «События ближайшего будущего» и еще три достанем «События отдаленного будущего». Возможно, это как вторая половина или завершение ноября. Что нам расскажет карта? Итак, события ближайшего будущего. Если мы про знак зодиака Телец и где-то середина ноября, это сложные энергии, когда, поскольку Телец, это все, что связано с фондовыми рынками, это то, что отчасти миропорядок, благоустройство, если мы говорим, да, это может быть некоторая игра сильных мира сего, как игра приоритетов. Но мы об этом не узнаем, мы узнаем позже, и нам придется организовывать, отстраивать, может быть, как-то жизнь в новых условиях. Поэтому, возможно, все на самом деле. Ну, вот что думают карты. И три карты события отдаленного будущего. Давайте дополним Таро снов. Первая карта. В чем риск? От чего вы откажетесь? Именно сами. Что скрыто?
что вам помогает. И еще одна карта как итог или совет. Ближайшее будущее, как видят карты. Ух, можно почти завершать наши прогнозы, расклады, карта сила. Мои дорогие девочки, это ваша будет где-то сила, потому что сама по себе карта старшего аркана говорит о женской силе. Или где-то она рассказывает о том, что, может быть, есть какие-то отношения, когда кому-то захочется быть именно с вами или узнать вас поближе, познакомиться поближе или связать с вами жизнь. Безусловно, это не для всех, но то, что вы будете привлекательны, особенно вот для тех, кто сейчас один или одна, вот эти энергии положительные стоит учитывать. Для вас, мои дорогие мужчины, эта карта может говорить о том, что у вас есть женщина, с которой вы именно хотите связать свою жизнь. Но если мы в целом для всех знаков зодиака, ведь это энергетика, как у карты мага. Это энергетика где-то, ну, подразумевает позиции, когда мы действуем несколько скрыто. Потому что в первую очередь дипломатия, конечно, стоит во главе угла, когда мы можем со всеми договориться. И Дева Прекрасная держит на короткой цепочке льва, а лев – это символ нашего эго. Поэтому эго – это эмоции. Где-то держать эмоции на коротком поводке или цепочке буквально придется. И это для вас усиливает дважды ваши позиции. Может быть, никому ничего не обещать. С другой стороны, умело взаимодействовать, от чего-то не отказываться тоже. Сам по себе планетарный период, мы сказали, возможно, все. Значит, есть все равно для всех абсолютно знаков зодиака определенный риск в этот период, потому что мы не можем что-то просчитать. Здесь, как Вселенная, перед нами свой сюжет может какой-то разворачивать, и нам придется только лишь подумать о том, как организовать свою жизнь или к чему-то адаптироваться. События ближайшего будущего, но все в ваших руках. А здесь, посмотрите, еще один старший аркан. И когда выпадают старшие арканы, это всегда события извне, обстоятельства. Они влияют на вас. Но по верховному жрецу ведь это где-то ваша карта. Это вы любите все сделать правильно, грамотно, по порядку, по закону. Может быть, где-то и фундаментировать, то есть прочную базу заложить. И это может касаться у кого-то в отношениях, а впереди аркан сила. И по этой карте проходит, как и бракосочетание. Какие-то процедуры, в принципе, могут быть, которые мы решаем в высоких инстанциях. Увы, у кого-то может и бракоразводные процессы, но у кого-то и венчание. Мы все же разные. Где-то карта говорит, основываясь на том, что надежно. Вы сами люди надежные, но, видимо, впереди у нас карта, если мы подразумеваем где-то великого манипулятора, но очень осторожного. Но, может быть, такие неспешно, аккуратные энергии совершенно необходимы вам для того, чтобы как раз что-то правильно организовать, оформить. Или, может быть, это для тех, мои дорогие девы, те, кто принадлежит к преподавательскому составу, и первая половина ноября вы можете получить должность. Может быть, это очень высокий какой-то взлет по карьерной лестнице или как таковой, который открывает перспективы. По этой карте и все остальные это тоже где-то знаки зодиака. Просто почему преподаватель? Потому что верховный жрец, иерофант – это учитель. Отчасти мы и сами готовы быть где-то в позиции ученика. Мы не перестаем учиться. Но и к вам могут обращаться за советом, к примеру. Как правильно поступить. Или это вы можете обучать людей и добиться признания, добиться высоких рангов каких-то, высокого повышения, или благодаря правильной энергетике, именно где-то неспешной, может быть, где-то и дипломатии. Возможно, мои дорогие девы, сама по себе обстановка, в которой вы находитесь, в ней кому-то другому было бы очень сложно определиться. Но у вас настолько сильная позиция, что люди могут, глядя на вас, вами восхищаться. Вам могут этого не сказать, но вот в какой-то вашей стойкости и надежности тут действительно
люди могут восхищаться. Я смело говорю об этом. Правильно расставить все точки над «и», правильно для себя обозначить приоритеты. Вы, несомненно, в ноябре, какие бы ни были, ну, наверное, планетарные там транзиты, течения, звезды как бы не сходились, ваша сильная позиция в том, что вы видите мир, жизнь открытыми глазами. Не хочется собой рисковать. И не рисковать своими близкими, значит, могут и люди, кстати, признать какие-то свои ошибки и вам об этом сказать, что да, вот спасибо, ты мне помог, допустим, а я ведь думала или думала совершенно иначе. Но сильная позиция, нечего сказать. Обе карты нам об этом. События ближайшего будущего. У кого-то восьмерка кубков – это всегда мы ищем выход, и мы его находим. И для вас хоть камни с неба, но выход вы найдете. И меня могут смотреть люди из разных стран, и я даже могу допустить, что обстановка вокруг вас достаточно сложная. Мои дорогие девы, вы все равно правильно сориентируетесь. Для кого-то это может совпасть смена работы, перемены в личной жизни. Но ведь этот период, это не когда что-то вот новое происходит. Новое, может быть, и как известие какое-то приходит, да, я этого не исключаю. Но это все новое, которое добавляет какой-то последний акцент, чтобы завершить какую-то прежнюю ситуацию. И у вас все получится, что бы вы тут себе не задумали. События отдаленного будущего, но опять же ваша карта, король Пентаклей, пусть меня смотрят девочки. Это вы будете в таких хладнокровных, где-то более жестких мужских энергиях. Король Пентаклей – великий консерватор, и его таковым создала жизнь. Он не хочет собой рисковать, он доверяет тому, что ощутимо, или тому, что он может наблюдать, а не то, что эфемерное где-то в облаках. Поэтому в наше сложное время, несомненно, это будет сильная позиция. Для кого-то это будет конкретно говорить, ведь это статусная карта, и где-то про статус. И статус у кого-то через личную жизнь, у кого-то через работу, может быть и через бизнес, но это могут быть еще и согласования с банками. По этой карте, в принципе, как вы можете пересматривать свое окружение, и, может быть, вы будете находиться среди людей как выше рангом, выше на ступень или две по служебной лестнице. Много будет каких-то контактов, которые, может быть, для вас не совсем типичны. Вы можете узнавать других людей, и где-то через общение вы можете как узнать информацию, так и увидеть для себя новые перспективы. Поэтому да, контакты предусматриваются, но, наверное, вот как себе не навредить и с чем-то вот так фундаментально определиться, нам еще одна карта подтверждает. И вот эти энергии начала ноября, они продолжаются на вторую половину, это точно. События, те, которые вы сами планируете. Смотрите, еще один старший аркан. Здесь у вас что-то по судьбе. Аркан колесницы, опять же, мужские энергии. Но это когда мы не оглядываемся назад. Нас словно несет колесница. И, кстати, колесница, она запряжена в двух сфинксах. И вот эта девушка, которая управляет, хоть девушка изображена, но энергетика, повторюсь, мужская решимость, ведь идет по этой карте. Так вот, эта дева прекрасная управляет сфинксами силой мысли. И вверху верховный жрец. Правильные ваши мысли. Повторюсь, сильная позиция. Но она будет усиливаться не в том, что вы будете больше сохранять восьмерка кубков, а когда вы идете вперед. Значит, время, выбор какой-то вам придется делать, мои дорогие. Может быть, у кого-то дважды, а то и трижды. Ведь восьмерка, выбор мы говорим, а карта колесница – это карта перемен. Но любые перемены – это тоже своеобразный выбор. И это карта будущих успехов, будущих свершений и возможностей. Шикарно, мне даже нечего добавить. Пятерка кубков. Карта сожаления, карта апатии где-то. Карта сожаления о том, что у нас когда-то не получилось именно в этой колоде. Обратите внимание, вот два кубка, которые изображены, они такие более отчетливые. А вот эти, которые перевернутые, пустые, они словно через дымку нам художник их изобразил. И это то, что уже не имеет значения.
но некоторые сожаления о прошлом у вас где-то к концу ноября, может быть, и могут вас накрывать. Давайте мы немножко проясним, чего это могут эти сожаления касаться или какой сферы жизни. А тем не менее нам карта говорит: оставь прошлое, иди вперед. Что это может быть? Вы знаете, кто-то из вас столкнется с такой, опять же, ситуацией. Посмотрите, карта скорости, как карта, когда вы набираете темп. Карта, когда пора выруливать на обгон. Карта, когда придется быстро, спешно собраться и отправиться. Может быть, и недалеко, для того, чтобы согласовать документы или в определенной местности решить ряд вопросов. А для кого-то ведь это может быть вот 3 карты. Далекий переезд. Вы не собирались ехать, обстановка вас вынуждает. Я этого не могу тоже исключить. И для кого-то будет с сожалением оставлять буквально насиженное, проверенное место. Будьте готовы к любым переменам. Но, повторюсь, мои дорогие девы, хоть камни с неба, а оппозиция у вас сильна. Здесь могут планеты на вас словно воздействовать, на ваш знак зодиака, чтобы вы сами с чем-то определились, что для вас, с одной стороны, совершенно ново, а с другой стороны, вы понимаете, поскольку король Пентаклей, он отчетливо видит обстановку. Вот это сделать совершенно необходимо, иначе мы упускаем время. Завтра нет этой возможности, что же еще? Для кого-то из вас буквально нужно будет собой не рисковать, как и по финансам, так и всегда по 5 Пентаклей недопонимание идет. Недостаток именно вот через общение какого-то консенсуса. И вверху 8 кубков. И я могу предположить, что правда у кого-то из вас будет как словно пересмотр вашего окружения. И может быть это связано с работой, но у кого-то может быть и с личной жизнью. Может быть, вы придете к выводу, что и отношения словно какие-то, на которые вы возлагали надежды, а теперь как будто не имеют значения. Или это вот то сожаление, 2 пятерки, 2 мелкие карты, которые не определяют ни прошлое, ни будущее. Это где-то на уровне эмоций. Но вот сожаление, тем не менее, какое-то может быть. Давайте мы спросим, что с этим делать. Вот мне очень любопытно. Опять же, 2 мечей, какой-то выбор нужно будет сделать. Значит, смотрите, какая-то есть история, как из прошлого, или сожаление из прошлого, которая вас искусственно может удерживать. Может быть, это как у кого-то работа, куда вы приложили много усилий, какой-то проект. Но по Урану мы говорим, он заставляет от чего-то отказаться, что не может быть продолжено. Нет, еще одна карта говорит тебе только вперед. Вот как-то так. Причем не теряя времени даром. С собой не рискуй, да. Но и не мешкай долго. В чем риск? Опять же, пауза. Что мы где-то застреваем, как и в грустных мыслях. А карта нам говорит о чем? Привести мысли в порядок. Это будет хорошо. Но есть риск, что мы... Может быть, от чего-то не сможем отказаться, или вот этот выбор для кого-то из вас сделать будет очень сложно. Вверху в правом углу у нас знак зодиака весы. Весы – это баланс, это дипломатия, мы с вами об этом говорили. Или уравновесить в себе понимание, что да, я бы хотел что-то осуществить, но да, на данный период времени конкретика, она совершенно иная. И мне придется пересмотреть свои желания. И карта говорит о том, что где-то удели внимание здоровью, безусловно. Удели внимание отдыху. Уставшие люди делают ошибки, мои дорогие, поэтому не нагружайте себя. И если вас что-то беспокоит, мы уже конкретно на здоровье переходим. Не говорит карта болезни, но иногда усталость хроническая, она нас как обезоруживает. Мозг наш хуже работает, это физиология чистой воды, и более того, и падает иммунитет. И все же у нас ноябрь месяц не самый позитивный в плане вирусов, бактерий, и поэтому иммунитет упал, и мы более восприимчивы к инфекции. Вот этот вот момент тоже примите во внимание. Для вас в чем риск? Уравновесить работу, отдых, какие-то правильные мысли,
более холодный, нежели вот какое-то сожаление. То есть есть какие-то эмоции, которые вам попросту могут мешать. От чего вы откажетесь, мои дорогие девы? От сожалений как раз. Тройка мечей – это прошлое. История, которая была со знаком минус, которая оставила глубокий след в нашей душе, но это уже произошло. Это всегда карта прошлого, а теперь здорового равнодушия. Поэтому то, что вас деструктивно разрушало, или вот те сожаления, видимо, даже если погорюете, мои дорогие девы, то недолго оставите как ситуацию и пойдете дальше, на смену внутренней боли, или вот этому как сгустку боли, или тому, что вы не могли изменить, или неожиданное предательство, или что-то не пошло, сколько бы вы усилий не прикладывали. Тем не менее, вы правильно очень быстро сориентируетесь и оставите это в прошлом. И это будет усиливать ваши позиции. Не застрять в каком-то прошлом моменте. Что скрыто? На вас могут воздействовать. Вы знаете, я не могу сказать, что простой период, несмотря на вот такие прекрасные карты, но внутреннее состояние – это выбор, видимо, может быть, чуть ли не ежедневный. У вас Верховный Жрец выпал буквально в ближайшее будущее, мы спросили. И пятерка жезлов – это много информации. Я всегда говорю, информационный хаос. Это когда люди, с одной стороны, несут вам какую-то информацию, и они вместе с этой информацией несут свое видение, свои взгляды, свое мировосприятие. И опасность в том, что вы можете оценивать именно обстановку с той позиции, как вам ее подали. А нужно будет вот такое беспристрастное видение. И где-то ваш сложный опыт вам как раз и дает приоритет правильно оценить то, что происходит. По этой карте вы можете столкнуться с теми людьми, которые сегодня обещают, а завтра про вас забывают. Или буквально утром еще обещал, а к вечеру забыл. Поэтому доверяйте тому, что надежно. Нам об этом уже сказали карты. Давайте узнаем, что же вам помогает. Работай, у тебя все получится. Но это правда. И где-то по королю Пентаклей великий консерватор, в данном случае ваш, какой-то консерватизм, не навредить себе, не навредить близким, какой-то свой важный проект осуществить, желание, мечту, миссию, мои дорогие, у вас Верховный Жрец, абсолютно точно нужно, но, может быть, при этом корректировать какие-то мелкие детали и планы придется. Поэтому уверенность в собственных силах. И, в принципе, одна из лучших карт в колоде – на деньги, на работу, на финансы. Мы это уже с вами обсудили. Итог. Итог или совет? Король кубков. Но, знаете, как все равно есть человек, который вас любит. Это, безусловно, карта любящего человека. Того, кто готов вам прийти на помощь. Того, кто, где-то не побоится ответственность взять за вас. Тот, кто чувствителен к вашим переживаниям, мои дорогие, это, в принципе, может означать поддержка. Для кого-то из вас определиться по личной жизни часто проходят наши близкие. Может быть, есть конкретно ваша история семьи или вашей пары, когда вам тоже нужно решить ряд вопросов или закрыть ряд тем. Но если мы говорим итог, то тогда совместить чувства, эмоции и деньги. По королю кубков это единственная карта в колоде, которая, или как персонаж, который нам показывает карта, или энергии, которые предпочтительны, если мы рассматриваем как совет, как будто две составляющие. Это вот этот фундамент материальный. И всегда у нас король кубков изображен словно на постаменте среди вод. И именно вот этот постамент, это и есть тот фундамент материальный, который ему совершенно необходим. Но и эмоции тоже не исключаются. Видимо, эмоции в кругу очень близких, кому вы можете их дарить, кто взаимно, точнее, готов дарить их вам. Есть вот этот взаимообмен. Но и в остальных ситуациях беспристрастное видение какой-то реальности. Вот соединение вот этих двух энергий вам открывает новые возможности.
Или вы можете решить некоторые вопросы по личной жизни, проиграется конкретно все то, что я говорила, с учетом аркана Верховный Жрец. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.